Всем привет! Сегодня 3 апреля, уже как бы весна в полном разгаре, но замечу, что сегодня всего лишь 6 градусов тепла. И очень много вопросов по поводу, когда раскрывать виноград. Я на сегодняшний момент еще пока даже об этом не думал. Даже не планирую раскрывать. Я, кстати, посмотрел видеоролики украинцев, часто их смотрю. Южан, северян, центральная Украина. Из них только южане открыли свои виноградники. У них там свой климат, как бы это понятно. Центральная Украина даже тоже не собирается еще пока раскрывать ближайшую неделю как минимум. А так как мы все-таки белорусы, у меня вот участок в центре Беларуси, возле Минска. Например, у нас до сих пор каждую ночь заморозки. Вот у нас еще с зимы, по сути, еще нормальной температуры даже не было. Эта весна очень затяжная получается. Ну, я боюсь, что история повторится, как в прошлом году. Была затяжная весна, лето было никакое, и урожай был, мягко говоря, так себе по сахаристости винограда. Поэтому, если в этом году опять лето будет холодное, боюсь, история повторится. Будем надеяться все-таки на лучшее. Но вот на сегодняшний момент, на начало апреля, вот буквально только эта неделя была без заморозков. До этого были сплошные заморозки, и сейчас опять у нас каждую ночь -2, -3. И у многих, кстати, я тоже вот смотрел там у многих ролики, некоторые уже пораскрывали в январе-феврале, там чуть ли не откапывали этот виноград, уже пытаются раскрыть. Зачем? Вот смысл его раскрывать. Сейчас вот эти качели температурные, днем плюсовая температура солнышка, оно прогреется, ночью заморозок, и будет вот у вас бить эту почку. Но вы останетесь без урожая. Нет смысла этого делать. Пускай сидит спокойно. Не надо торопиться. Потому что некоторые укореняют уже в январе, когда это нафиг не надо в такую рань. Некоторые раскрывают в январе-феврале. Нет смысла. Я думаю, если такая погода продлится, все-таки потеплеть-то должно. Я думаю, недельки, может быть, через 2, возможно, это еще не факт, я его раскрою. Я его раскрою и укрою с подбондом, с пленкой. Потому что все равно заморозки в мае у нас это стабильно. У нас, наверное, по пальцам можно посчитать все эти годы, когда не было в мае заморозков. Мало того, что они не только в мае, они у нас еще и в июне бывают. Было, помню, и 5 июня, когда уже лозы уже переросли вторую проволоку, уже полезли, укрыть даже нереально было. Что смог, вот помню, укрыл, верхушки торчали, подмерзнут так подмерзнут. Что поделать, было такое. Так что по раскрытию я не вижу смысла так рано раскрывать. Если у вас не коммерческий виноградник, если вам не надо очень там ультраранняя ягода, то абсолютно, если для себя, зачем? Если в коммерческих целях, тогда надо теплицу ставить. И то я знаю, у кого есть теплицы, они тоже еще не раскрывали. Они чуть-чуть приоткрыли, но еще полностью не раскрывали, не подвязывали. Поэтому я бы подождал на вашем месте. Но смотрите сами. Причем это все от условий зависит, от климата. Там, например, Брест, это у нас юг Беларуси. Возможно, там немножко что-то по-другому, но не думаю. Не думаю, что глобально это как-то отличается. Поэтому не торопитесь, абсолютно. Вот под таким укрытием у меня сейчас это все находится. И смотрите, у кого, например, укрыто пленкой прозрачной или черной, да, лучше раскрыть. Потому что вы создадите парниковый эффект, и у вас там лоза прогреется, почки набухнут. У меня дарнит, он светлый, он отражает тепло, и там как бы микроклимат. И температура там стабильная так и остается. Поэтому вот я как бы рад, что именно выбрал такой способ укрытия. Меня он абсолютно не беспокоит. У кого пленками, да, тут надо пораскрывать это все дело. Еще хороший вариант, у кого, например, лапником укрыт, можно не трогать, там все-таки какое-то проветривание есть. Можно лапник оставлять. И пока тоже не трогать в ближайшие пару недель. Вот этот у меня не укрывной, он и не укрывался никогда. Он у меня вот в таком виде, пришпиленный к земле, лежал всю зиму. И сейчас, лежит и лежит. Он более устойчивый, с ним, как правило, ничего не случается. Это изящный, кстати. Это универсал.
Это тот самый сорт, который я все не мог определить, что за он. И вот как бы определили мне его, что это изящный. Ну вот в таком виде. И, ну, я не видел, чтобы он страдал, кстати, от этих перепадов. Ну, потому что он все-таки более устойчивый. Вот сегодня обрезал деревья и хотел еще обработать, голубое опрыскивание сделать, но дождь и град помешали это сделать. Все как обычно. Приедешь в коем веке и никак ничего не получится. Вот, приехал на дачу, думал опрыскать деревья медным купоросом, а тут град пошел. Бывает не часто, и вот выдался мне такой момент. Град и немножко дождя. Короче, не получится у меня опрыскать, но хоть деревья обрезал. В общем, пока погода у нас не устаканится, не стабилизируется, то нет смысла заморачиваться. Вот сейчас солнышко пригрело, а сейчас немножко будет потеплее. А так, в принципе, у нас еще холодно. Я напомню, что для винограда до 10 градусов это биологический ноль. И ну, что толку его сейчас раскрывать и пытаться его раскачать, когда у нас сейчас выше 5 градусов не поднимается температура. Но днем бывает там 10-12, но это такие буквально на несколько часов. И все. Ночью холодно, днем большую часть холодно. Он не будет расти. Почки набухнут, и он остановится в росте. Земля-то холодная, еще сокодвижение нормальное даже не пошло. А так получается, на солнце лоза распарится, почки набухнут, а корни-то не работают. Они не смогут дальше развиваться. И почки могут, в принципе, погибнуть из-за этого. Корни, потому что не дают влагу, они не качают в лозу питание. Ну вот у меня, например, пару кустов есть, которые укрыты лапником. Ну вот, укрыт, ладно. Получается, там какая-то вентиляция есть, воздух попадает, кислород попадает, но прямые солнечные лучи туда не попадают. Получается, они просыпаться сейчас не будут, они будут как бы в своем микроклимате. Заморозки не страшны, солнце им не страшно, поэтому вот пока пускай так еще будет. Вот у кого такое укрытие, пускай так и остается. Пока не стабилизируются плюсовые температуры, когда будет так более-менее стабильные там 10-12 градусов. Вот до этого момента не вижу смысла вообще ничего трогать. Если раньше все это проснется, потом будете укрывать, спасать, побьет заморозками, потом из замещающих почек пойдет это все. Это все равно будет все с опозданием, и урожай уже будет не тот. Это если он будет, а может и не быть. При позднем раскрытии обезопасим себя от заморозков. Но, конечно, у нас укорачивается срок вегетации, поэтому все-таки лучше садить сорта, у которых лоза вызревает очень хорошо и рано. Потому что у нас как раз проблема именно с вызреванием лозы. У нас не хватает вегетационного периода, не хватает нам лета и тепла. И поэтому многие сорта может лоза не вызреть. А так как не вызреет лоза, можем остаться без урожая на следующий год. Поэтому тут как бы все двоякое. Поэтому старайтесь, наверное, все-таки подбирайте сорта, где нет проблем с вызреванием лозы. Ну вот, например, Аркадия, у нее такое проблематичное достаточно вызревание лозы, пока, если куст молодой. Когда он взрослый, в принципе, хватает, на урожай всегда хватит. Но вот как альтернатива, это такой середнячок по вызреванию лозы. Например, Кишмиш 342, он без проблем вызревает. Алешенькин без проблем вызревает, но он болючий. Ну, короче, куча сортов, тут надо просто смотреть, выбирать именно, как они себя ведут, успевает ли вызревать лоза даже в плохой год. Вот еще Прима Украина мне нравится. У нее с вызреванием лозы, кстати, все в порядке. Это новая гибридная форма, но такая беспроблемная в этом плане. И очень ранняя, кстати. Так, а это у меня Маршал Фош. Он тоже неукрывной. Каждый год он у меня вот так вот зимует. И вот так я его оставляю. В общем, сейчас пока лежит пускай на земле. Земля холодная. И ему будет прохладненько, не будет так быстро просыпаться. Еще спрашивали по поводу саженцев винограда, когда их высаживать. Если вы купили саженцы, там, двухлетки, например, у которых открытая корневая система, которые хранились в подвале, в принципе, их можете уже высадить и, ну, прикрыть все равно почка, чтобы почка особо не просыпалась. Это пока почка не проснулась. Если у вас саженцы в стаканчиках, уже с побегами, с листьями,
то сейчас ни в коем случае нельзя высаживать. Их надо высаживать либо вторая половина мая, конец мая, даже начало июня, когда уже будет и земля теплая, чтобы прогретая была, и чтобы уйти от возвратных заморозков. Потому что вы посадите, заморозки убьют ваш молодой саженец, все, вы остались без саженца. Поэтому тоже не торопитесь. Так что, наверное, на большую часть вопросов я ответил. Что забыл, что упустил, пишите в комментариях, напомните. Ну, возможно, кто-то еще поможет ответить на какие-то вопросы, потому что здесь много тусуются разных виноградарей с разным опытом. Поэтому все, подписываемся на канал, подписываемся на второй канал, ставим лайк, жмем колокольчик обязательно, чтобы приходило уведомление о новых видео. Всем пока!